Всем привет! Сегодня я вам покажу шикарную стрижку. Вы все время меня просите. Это асимметричная стрижка на кудрявые волосы. Многие называют ее также пикси. У нас будет с вами достаточно креативная разница. Одна сторона более длинная, выбритый затылок. Мы будем делать его стричь с помощью тушевки. Ну и правая сторона у моей модели будет все-таки такая длинная озорная челка. Смотрите, эта стрижка достаточно веселая, легкая в стрижке, легкая в укладке, в носке. Так что супер. Конечно же, модель у меня пришла седая, как вы видели. Я ее покрасила. Кому интересно, каким цветом, то есть какой краской, пожалуйста, пишите, я могу вам ответить. Приступаем мы, естественно, со стороны более короткой. Вот здесь вот я вам показала схему. У нас с вами, как всегда, посередину ушка мы с вами берем контрольную точку и от нее проводим линию, как мы с вами какую длину решили. Но у меня будет открытое ухо, поэтому вы проводите, стрижете как бы в виде подковы. И самое главное условие у нас, когда мы с вами дочищаем, вот смотрите, я вам уже рассказывала, что женские стрижки, если вы не делаете тушевку, мы стрижем по раковине, по ушной раковине. Видите, у нас основание уха есть, и я вам здесь хорошо видно, что я дочищаю всякие волосочки, которые у нас остались, именно по раковине, не по росту волос. Потому что если мы делать будем с вами по росту волос, у нас будет достаточно короткий вариант. И, значит, дальше у нас мы переходим в стрижку. За контрольную прядь мы с вами берем ту же прядь, которую мы взяли над ухом, то есть центр уха. Это наша заданная длина. Эту прядь мы с вами натягиваем перпендикулярно к голове. По диагонали делим пробор рабочий, вот как я вам показываю. И подтягиваем наши пряди волос и простригаем. И не забывайте, так как мы с вами определили, что у нас затылочная зона будет сделана тушевкой, то есть будет короткая, поэтому вы направляете пальчики так и стрижете так, чтобы у вас шло на уменьшение. То есть у вас получается как бы такой треугольник, который вы задаете. Длина сверху растет, потому что у нас с вами правая сторона более длинная. Для этого мы с вами что делаем? Мы с вами простригли прядь. Она у нас натягивается 90 градусов, к ней подтягивается следующая прядь. То есть у нас каждая предыдущая прядь простриженная является контрольной для следующей пряди. Таким образом мы с вами получаем легкое удлинение, то есть плавный переход. Вот сейчас вы уже когда в итоге увидите, как у нас это получается. Видите, я плавно иду. Пряди берите небольшие. Как я вам уже не раз говорила, что чем тоньше вы делите проборы рабочие, тем у вас точнее стрижка. Ну, когда вы будете уже просто супермастером и очень хорошо работать, то там уже просто смотрите по обстановке, как вам по времени, так как вы понимаете, что вы можете всегда исправить. Но все-таки для большей точности и для меньшей затраты времени, потому что, как вы понимаете, чем больше пробор, тем дорабатывать надо будет больше. Поэтому, когда вы берете более тоненькие прядки, чище работа, дорабатывать легче. Последнюю, как вы видите, прядь я уже втягиваю в нашу предыдущую контрольную, и в итоге у нас с вами получается вот такой вот как бы спуск направо. Длину вот этой зоны, которую мы сейчас только что простригли с вами, мы опять же задаем, все зависит от того, какой длины вы хотите сделать правое ухо. То есть вот у меня справа длинные волосы, от этого я и задаю длину на затылке. Вы можете поднять выше, если у вас более короткий будет висок правый. А если более длинный, то, соответственно, вы можете опустить затылочную зону еще ниже, более резко. Поэтому смотрите от именно того, какую вы хотите создать длину. После того, когда вы задали, видите, вот у меня такой плавный полукруг идет с опусканием направо. Когда вы уже все простригли эту зону, мы с вами переходим к тушевке. Тушевкой вы дорабатываете, смягчаете все переходы, потому что мы с вами сейчас не очень чисто стригли низ.
у нас с вами не была цель низ, у нас с вами была цель вот задать затылочную среднюю зону, то есть создать наш объем на затылке, потому что будет достаточно шикарный объем, как у боб-каре, как у боба. И когда вы дочищаете, не забывайте смотреть сбоку обязательно на ваши простриженные линии тушевки. А почему? Потому что у каждого клиента есть выступающие косточки, есть впадины, поэтому вы, пожалуйста, и рост волос, кстати, вихры. Поэтому вы смотрите, чтобы у вас было гладко, четко и все очень красиво. Поэтому, как вы видели, я вам там показала, что у моей модели я увидела небольшой вихор, так как волосы кудрявые, и я все равно его доработала. Опять же, мы с вами дальше продолжаем стрижку. У нас с вами задана уже контрольная линия над ухом. Мы ставим пальчики на нее и второй пробор подтягиваем, то есть наш второй рабочий блок подтягиваем и простригаем по уже заданной контрольной линии, которую мы с вами задали над ухом. Также берем нашу контрольную прядь, которая уже является второй контрольной прядью. И продолжаем стричь, теперь переходим на затылок. У нас с вами, не забывайте, появляется уже две контрольные точки. Одна контрольная точка – это та, которая над ухом прядь, а вторая от простриженной зоны первого блока на затылке. Сейчас там дальше по схеме я вам должна буду показать это. Наверное, сейчас посмотрим. Так, это я вам показала, как стричь. Вот они, две контрольные пряди, как я вам и говорила. Простригли линию, подняли ее на 90 градусов, к ней подтянули вторую линию, новый блок, простригли, опять же подняли новый простриженный блок на 90 градусов, подтянули третий блок и так далее. Повторю, каждая простриженная линия, она является контрольной для следующей линии, которую вы будете стричь, то есть для следующего блока. Таким образом вы получаете легкое удлинение. Вы также можете использовать вот этот метод работы и в других стрижках, естественно, если вы хотите создать боб-каре. Но только не забывайте, что у вас лево-право должно быть симметрично. Здесь у нас идет асимметрия, поэтому мы работаем только в одну сторону. Моя модель не хочет сильно короткий висок, поэтому я задала вот определенную длину, как я вам уже сказала, над ухом. То есть я положила над ушной раковиной пальчик и начала стричь. А соответственно пальчик мне дает 15 градусов. Так что вот это у нас получается как бы объемная сторона. Если вы в дальнейшем хотите сделать тушевку, то на каком-то этапе, я вам там дальше покажу, мы с вами легко это сделаем. Вот здесь мы с вами переходим уже к следующему блоку. У меня сейчас в данный момент, как вы видели, верхней контрольной точки не было, потому что я сейчас стригу уже блок именно затылочный, третий. Каким образом я определила длину? Я просто продолжаю линию, которую я уже задала. То есть, если вы посмотрите, когда я натягиваю пряди, у меня уже задана определенная линия. Я не ухожу от этой линии, я не меняю угол наклона, я продолжаю эту линию. То есть вы, продолжая эту линию, получите также красивый плавный наклон к удлинению к какой-нибудь стороне. Там вы уже определите со своими клиентами, в какую сторону у вас будет удлинение. У меня конкретно, как вы видите, направо. Здесь уже я ввожу затылочный следующий блок в висок. Что я делаю? Так как мне нужно сделать тоже плавный наклон, значит, соответственно, у лица будет натяжение. Я вам там написала, какое к лицу. Вы натянули, отрезали перпендикулярно первую линию, подняли ее перпендикулярно голове, подтянули вторую линию. Дальше подтянули третью линию. То есть помните, как я вам говорила, каждая предыдущая простриженная прядь будет являться контрольной для следующей. Таким образом, вы медленно перемещаетесь и делаете легкое удлинение. Но не забывайте, что у лица мы хотим покороче. Видите, у меня получилось легкое удлинение опять к затылочной зоне.
И вот на этом этапе, вот сейчас, вот как я делаю, я просто как бы форму подравниваю, то есть я делаю более легкую. На этом этапе вы можете сделать тушевку, если ваша модель, ваша клиентка хочет выбритый висок. Это тоже реально, еще более будет креативно, будет красиво. Но это, конечно же, по желанию. Не все далеко клиенты любят выбривать виски себе. И дальше, опять же, контрольная линия у нас с вами над ухом височная была задана. Я взяла ее. Вторая контрольная точка у меня с вами уже была прострижена. Я теперь просто продолжаю свой рисунок. Как видите, у меня пряди уже более длинные стали, так как у меня идет определенный угол, который я сохраняю. Я продолжаю линию, которую я нарисовала с самого-самого низа. То есть я с нуля иду на удлинение, да еще по косой. Не забывайте, пожалуйста, придерживайтесь именно диагональных проборов, потому что это облегчит вашу работу. Вот посмотрите, как красиво уже получается, достаточно объемный затылок. А в кудрявом виде вообще будет отлично. Посмотрите, когда я уже буду укладывать, очень красиво получается. Вот уже я перешла практически на соединение теменной зоны и верхней затылочной. Натяжение, как видите, у меня так и продолжает быть 90. Я ввожу в стрижку этот блок. У меня верхней контрольной точки уже нет, у меня есть только линия, которую я простригла, да, и я ввожу по своей линии именно вот эту уже верхнюю затылочную часть. Вот я вам показываю, как это выглядит в только что простриженной зоне. Так, теперь мы с вами переходим к височку. У нас сейчас уже получается изменение стрижки. Здесь смотрите внимательно. Опять же, как вы посмотрите, я взяла последнюю прядь боковой затылочной зоны. У меня там есть уже созданная линия контрольная. Я начинаю работать уже, как видите, с теменной зоной. Вот разделила первый блок и начинаю подтягивать все к той точке, которую я взяла. То есть у меня верхняя затылочная зона простриженная уже была, и к ней я подтягиваю. То есть у меня в данный момент у лица получается легкое удлинение. Простригли эту зону по пробору. Вот конкретно моя модель в этом месте носит пробор. Вот вы простригли этот пробор. Дальше переходим на топ-зону. Вот наша макушка. Мы натягиваем 90 градусов, то есть мы делаем это перпендикулярно полу. Стрижем мы с вами параллельно полу, делим мы с вами проборы радиально, и контрольная прядь у нас переходящая. То есть у нас вся вот эта макушечная зона, она ровненькая, одинаковая. Нигде нет ни удлинения, ни короче, ничего. Затем мы с вами переходим уже к нашей длинной части на топ-зоне. Так как у нас с вами задана уже там контрольная точка, как вы помните, на макушке, мы все попрядно, видите, диагональными проборами подтягиваем к нашей заданной длине и попрядно отрезаем. Естественно, отрезаем мы параллельно полу. Вот обратите внимание, как это я все делаю. То есть диагонально делю, подтягиваю каждую прядку, насколько у вас в ручку умещается. Если, конечно, вы хотите, можете одним захватом, но я делаю это все попрядно, для того, чтобы у меня все четко получилось. Вы можете прямым срезом делать, я, видите, стригу понтингом. Хорошо все причесывайте, не забывайте, что волосы у нас кудрявые. Отчесывать вы должны хорошо, гладко. Ну, последняя прядь у нас. И если вы посмотрите, височек
я с вами немного изменила направление. То есть я висок натянула и простригла именно на уровне соединения нашей топ-зоны и виска. Вот сейчас я буду то же самое делать и простригать длину именно с нашей короткой стороны, потому что вы как бы себя должны проверить. Вот я вам показываю, видите, соединение у нас с вами идет виска и топ-зоны. И вот на этом уровне, пожалуйста, тоже проверьте, чтобы у нас были мягкие переходы, не было слишком резких углов. Можно, конечно, сделать стрижку, как мы называем ее, креативной, и просто не соединять ничего, но в данном случае я решила, что я соединяю. Здесь я вот вам показываю, что на затылке у нас с вами тоже на соединении топ-зоны и затылочной верхней зоны у нас с вами тут тоже есть треугольничек. Вы его опять же смягчаете. Можете его убирать, можете просто его сделать пойнтингом, смягчить. Вы уже решаете сами. Я смягчаю конкретно. И опять же возвращаемся к лицу, потому что надо оформить. Мы с вами все простригли. Вы видите, у нас все-таки такая достаточно длинная челка, и мне надо ее красиво ввести в наш короткий висок. И сейчас мы с вами дорабатываем висок. Причесали все к лицу, все волосы нашего короткого виска, будь то левый, будь то правый. У меня конкретно левый. Мы с вами дорабатываем. Ну, я вам еще раз напомню, у меня не короткий висок. Если у вас короткий, то вы делаете вот эту окантовку, то, что я сейчас сделала, по росту волос. Я нет, я задаю просто конкретную длину. И плавно вводите в нашу длину длинную челку, для того, чтобы она красиво распадалась. Попрядно вводим, простригаем. Вот, как видите, я здесь стала использовать метод слайсинг, так как у меня челка резко идет на удлинение. Этим методом достаточно мягко стрижется, мягко вводится. Не торопитесь. Натяжение должно быть у вас четко, отчесаны волосы должны быть хорошо, иначе будут цепляться ножницы, и вы можете отрезать кусок лишний, не там, где надо. Мы с вами вводим челку только у лица, поэтому я не забираю, как видите, длину более глубоко, только у лица иду. Вот так вот у нас получается уже красиво. Такая одноглазая. И, конечно же, нам надо будет сделать окантовку на длинной стороне. Если вы помните, мы длинную сторону с вами отдельно еще не стригли. Мы все время эту сторону встригали в нашу стрижку, да, то есть в нашу короткую длину. Теперь мы с вами отдельно уже дорабатываете и задаете нужную вам длину. Ну, я просто уже вышла на эту, потому что мы задали именно ее, как вы помните, я задала эту длину еще на затылке. Вот теперь я все красиво ввожу. Правый висок вводим в нижнюю затылочную прядь, которую мы с вами уже простригли на затылке. Кстати, вот через зеркало, видите, видно хорошо. Смотрите обязательно, ровненько, неровненько у вас получилось, дорабатывайте. Пушковый волос тоже можете подчищать. Если вы обратили внимание, я стригла тушевку руками, ножницами. Вы можете взять машинку, все кому что нравится. Я машинкой дочищаю. Что я делаю? Видите, я ставлю расческу и потихонечку вывожу на ноль. То есть у меня идет такой плавный переход без четкого выбритого затылка. То есть у меня нет четкой окантовки. Я размываю линию. Я только, если вы видите, когда я по коже вожу, это я убираю только пушковый волос, который не дает окантовки. Просто пушок. Я оставляю именно свой рост волос, новый не делаю.
вы будьте аккуратней, аккуратно, красиво вводите. Не забывайте, что у машинки нет своих мозгов, поэтому вы должны все сделать красиво, используя этот инструмент. Обязательно смотрите линию сбоку. Сейчас делаем мы руками обратно форму наших локонов. Затем вы берете состав, наносите состав равномерно на волосы. После этого мы с вами будем высушивать диффузором. И на этом наша стрижка будет уже закончена. Если вы хотите, вы можете доработать затылочную зону филировочными ножницами для того, чтобы смягчить еще больше наш переход из тушевки в длину. На сухую мы с вами также можем немного доработать. Это уже идет филировка, глубокий понтинг. Здесь вы можете сделать так же, как я вам говорила, доработать более короткий висок сделать, если вы хотите выбривать. Можете на этом этапе, так как на сухие волосы тоже будет видно, как ложится, и будет тоже достаточно красиво. Но я вам еще раз напомню, мы не хотим наш короткий височек делать совсем в ноль. Мы решили оставить вот такой, более женственный. Приходите, пожалуйста, ко мне все на обучение. Стрижки делать научу, ручку поставлю. Также занимаюсь колористикой. Вот, кстати, видите, я сейчас показываю, что на сухую я дорабатываю филировочными ножницами. Смягчаю только переход. Глубоко не заводите ножницы, ведите только по верхнему срезу, для того, чтобы у вас не было пеньков. Вы не забывайте, что у нас кудри, и она носит всегда кудри, она не вытягивает волосы. Также я занимаюсь колористикой. Приходите, пожалуйста, ко мне. Всего научу, чего не умеете, все расскажу, что сама знаю. Вот такая вот красивая у меня модель получилась. Спасибо вам большое. Вы подписывайтесь на меня, пишите. Мне очень приятно с вами общаться. Всех вас люблю. Пока-пока.